Американские ракеты ударили по России. Срочное заявление и особый режим. США заявляют о срыве переговоров по вине Москвы, обращении Белого дома. Лукашенко анонсировал начало большой войны. Названо условия для Запада. Финал войны известен. В НАТО озвучили сценарий завершения боевых действий в Украине. Каков он? Закрытые границы для мужчин и продолжение мобилизации после окончания боевых действий. В Украине описали мрачный прогноз будущего страны, почему послевоенное время называют межвоенным. Зеленская против российско-австрийской оперной певицы Нетребко и Королевского театра в Лондоне. Чего требует супруга Зеленского? Новые изменения для мусульман в Германии. Как власти одной из земель идут навстречу ради комфорта людей. Почему речь идет о первом дне Рамадана и Курбан-Байрама. Россияне не готовы создавать большие семьи. В чем основная причина демографической проблемы? Об этом и не только. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Как всегда, жду ваших комментариев и ответов на мои вопросы. Пожалуйста, поддержите лайком, поделитесь этим видео на своих страницах в соцсетях. Время начать. Украинцы не смогут вернуться к прежней жизни, к жизни, которая была в 2021 году, даже после заключения перемирия. Такое заявление в интервью «Говорить Великий Львів» сделал секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и разведки Роман Костенко. Он также заявил, что военное положение вряд ли отменят, как и мобилизацию, даже после завершения боевых действий. Уверяет, что все зависит от того, где будут находиться российские войска. Один сценарий будет действовать, если они будут отведены вглубь России. Другой сценарий, если войска останутся вдоль линии фронта. Рассчитывать на беззаботную жизнь не стоит. В Верховной Раде говорят, что сейчас речь идет о том, что война продолжится, но если боевые действия утихнут, то мобилизацию никто не отменит. По словам Костенко, после завершения войны Украину ждут тяжелые времена, в частности экономические и социальные проблемы. Кроме того, послевоенный режим Костенко назвал межвоенным, считая, что спустя какое-то время между Украиной и Россией вновь вспыхнут боевые действия. Отменится ли мобилизация? Это довольно сложный вопрос. Нам точно нужно будет демобилизовать людей, которые служат с первых дней. Это будут этапы. Не так, что всех сразу распустили. Я уверен, что сначала, например, в течение 3 месяцев, будут демобилизованы те, кто пошел воевать с марта по сентябрь 2022 года. Но на их место должны прийти другие. Будут мобилизоваться люди, которые придут. Я думаю, что будут мобилизованы раненые ребята. Это будет постепенный процесс. И все еще будет зависеть от того, как будет вести себя Российская Федерация. Мы не можем снова сделать нашу армию 250 тысяч, как до войны. Зеленский отдал приказ. Киев, как и анонсировал, ответил ударом на удар. Еще накануне утром, после атаки на украинскую столицу, Зеленский заявил, что Украина не станет молчать. Вот что было опубликовано в телеграме Зеленского. Мы будем продолжать наносить ответные удары, чтобы лишить Россию этих возможностей зарабатывать и принудить ее к дипломатии. Меньше чем через 12 часов Украина нанесла удары по территории России, в частности по объектам энергетики в Белгороде. О серии взрывов, а после и блэкауте в городе заявили местные жители. Это Белгород, тут, валит, тут света нету вообще нигде в Белгороде. Губернатор Гладков заявил о 2 пострадавших, а также о том, что часть города и определенные объекты перешли на резервные источники питания. Он призвал горожан находиться в укрытиях. Есть перебои с подачей электроэнергии, достаточно значительные. Сейчас разбираемся в последствиях и будем предпринять максимальные меры для того, чтобы, первое, подключить, где есть возможность, необходимость резервной генерации, и там, где возможно переключить для обеспечения нужд населения и наших предприятий. Сейчас обзвонил наши подразделения в водоканале, нашу медицину, все перешли на резервные источники питания. Украинские осинт-аналитики при этом пишут, что удар по России наносился американскими ракетами из систем «Хаймарс». Целью стала ТЭЦ. Силы обороны поразили Белгородскую ТЭЦ. Большая часть города осталась без света. Поражение осуществлялось ракетами GMLRS. Красиво! О передаче Америкой Украине ракет GMLRS стало известно еще в 2022 году. Тогда украинские медиа цитировали заместителя министра обороны США Колина Каля, который и говорил о боевых возможностях этих американских ракет. И вот что.
Во время брифинга в понедельник, 8 августа, Каль отметил, что ракеты GMLRS для этих систем с дальностью около 70 км по сути являются аналогом высокоточных авиаударов и имеют внушительный эффект, а с их помощью украинские военные теперь могут эффективно уничтожать российские логистические узлы, важные радиолокационные системы и другие цели. Напомню, Зеленский также 2 дня назад, и я об этом также рассказывал, говорил, что если украинцы будут сидеть в темноте из-за блэкаута, то в темноте придется сидеть и россиянам, намекая на удары по объектам энергетики. Отмечу, что в Белгородской области без электроэнергии после удара американским оружием без света остались и многие населенные пункты. В белгородских соцсетях пишут, что света нет в Шебекино, Дубовом, Майском, Стрелецком, Репном, Северном тоже пропал свет. Также в населенных пунктах, находящихся в отдалении от Белгорода, Чернянки, Короче, Старом Осколе, Новом Осколе, Стителе, тоже частично пропал свет. США в эти минуты ведут обсуждения и решают, что делать дальше. Передавать Украине томагавки, как просил Зеленский, или же нет. Главное слово за Трампом. Об этом заявил вице-президент Штатов Джей Ди Венс. Он уверяет, что Трамп сделает то, что отвечает наилучшим интересам Соединенных Штатов. Это была цитата. При этом Венс говорит, Россия сорвала часть переговоров. Она просто отказалась от встреч с украинцами. О каких встречах конкретно, говорил Венс, он не уточнил. Он также обратился к россиянам с требованием осознать реальность на местах. Это также была цитата. К сожалению, за последние пару недель мы видим, что русские отказались от любых двусторонних встреч с украинцами. Они отказались от любых трехсторонних встреч, где президент или другой член администрации могли бы сесть за стол с русскими и украинцами. Поэтому наша позиция такова. Мы хотим здесь мира. Мы активно стремились к миру с самого начала работы администрации, но русские должны проснуться и принять реальность. Умирает много людей. Им особо нечем похвастаться. Сколько еще людей они готовы потерять? Сколько еще людей они готовы убить ради очень небольшого, если вообще какого-то, военного преимущества на местах? При этом в Кремле заявили, что готовы садиться за стол переговоров, в первую очередь с Трампом. Приглашение Путина в силе и американского президента по-прежнему ждут в Москве, уверяет Песков. И заявляют, что это не у россиян дела плохи, как говорят в США, а у украинцев. С каждым днем положение дел для Украины неумолимо ухудшается. И с каждым днем неумолимо ухудшаются переговорные позиции Украины. И вот в этом они должны отдавать себе отчет. Думаю, что внутренне они отдают себе отчет, но здесь блефуют, к сожалению, не идут по пути поисков мирных путей урегулирования. В НАТО при этом считают, что российско-украинская война не завершится на поле боя. Ее исход будет решен за столом переговоров. Такое заявление сделал генсек Альянса Марк Рютте. Он также вновь дал понять, Украина не станет новым членом Альянса. Поэтому, вероятно, в какой-то момент, как и любой конфликт, это тоже закончится. Не каждый конфликт завершается переговорами. Вторая мировая, к счастью, закончилась нашей победой, как и холодная война, которую мы выиграли благодаря Рональду Рейгану и Маргарет Тэтчер. Но в случае с Украиной, скорее всего, все закончится именно через переговоры. Однако Зеленский должен понимать, после мирного соглашения или долгосрочного прекращения огня его страна должна быть защищена. Если это не членство в НАТО, а его, скорее всего, не будет, потому что против США, Венгрия, Словакия и Германия, значит, не сейчас. Возможно, в далеком будущем, но не сейчас. В НАТО, напомню, накануне заявили, что расширяют операцию «Балтийский страж» после появления беспилотников в небе над многими европейскими странами. А в Беларуси тем временем лично Лукашенко подтвердил, что с Альянсом существует канал связи. И Минск предупреждал поляков, когда на Польшу летели дроны в ночь с 9 на 10 сентября. При этом Лукашенко заявляет, что если Запад собьет хоть один самолет в воздушном пространстве России или Беларуси, то начнется большая война. То, что они заявили, будут сбивать, ну пусть попробуют, собьют. Или над Калининградом там собьют что-то российское. Но нам придется, не дай бог, конечно, тогда воевать на все деньги. Как в России говорят, на все деньги. Это надо? Нет. Поэтому, думаю, успокоятся, поговорят. Напомню, что в НАТО при этом говорили о необходимости уничтожения самолетов России, если те нарушат исключительно воздушное пространство НАТО. Итак, друзья, Венс сделал резкое обращение к россиянам. Что стоит за этим заявлением? Все та же тактика ведения переговоров, о которой недавно писала западная пресса, либо действительно новый взгляд на войну и на Кремль? И чем, как считаете, закончится эта риторика? Или ответ очевиден? Напишите, пожалуйста, свои варианты в комментариях.
комментариях. И пока вы пишете, пожалуйста, поставьте лайк этому видео. Спасибо всем, кто это делает ежедневно. И не забудьте подписаться. Многие из вас смотрят по сей день без подписки. Может, время пришло, чтобы подписаться. Но, конечно же, вам решать, а я просто напоминаю и продолжаю. В Молдове состоялись парламентские выборы. По данным Центра избиркома страны, явка избирателей превысила 50%. За рубежом проголосовали почти 264 тысячи человек. Полиция при этом уже отчиталась, зафиксировала несколько сотен нарушений. В частности, в Кишиневе вечером 28 сентября были задержаны 3 мужчин. Их подозревают в подготовке к массовым беспорядкам. Также в день голосования полиция получала сообщения о взрывных устройствах на зарубежных избирательных участках. Из-за такого звонка эвакуировали посольство Молдовы в Брюсселе. Президент Молдовы и основатель правящей проевропейской партии «Действия и солидарности» Майя Санду в день голосования много раз публиковала в соцсетях посты с призывом к молдаванам идти голосовать. И далее цитата Санду: «построить европейскую Молдову». Между тем, экс-президент Молдовы, который находится в оппозиции, речь о Додоне, накануне заявлял прессе еще до подсчета голосов, что именно оппозиция победит на парламентских выборах. При этом Додон анонсировал так называемый мирный протест в понедельник, 29 сентября. «Надо защитить победу», подчеркнул политик. Отмечу, что в день парламентских выборов в Молдове основатель Telegram Павел Дуров заявил, что год назад спецслужбы Франции просили его цензурировать определенные телеграм-каналы перед президентскими выборами в Молдове. По его словам, после проверки каналов, указанных французскими и молдавскими властями, было выявлено несколько, которые явно нарушали правила мессенджера. Их удалили. Вскоре после этого команда Telegram получила второй список так называемых проблемных молдавских каналов. В отличие от первого, почти все эти каналы были легальными и полностью соответствовали нашим правилам. Их единственное общее – они выражали политические позиции, неприятные для французского и молдавского правительств. Мы отказались выполнять эту просьбу. Зеленская против Нетребко и Королевского театра Ковент-Гарден. Елена Зеленская обрушилась с критикой на Королевскую оперу за возвращение российско-австрийской оперной певицы на одну из главных сцен Лондона. Об этом пишет The Telegraph. По ее словам, она была негативно впечатлена тем, что театр дал певице второй шанс, фактически нарушив негласный культурный бойкот российских артистов после начала Большой войны. Нетребко, которую называют одной из лучших сопрано мира, исполняет главную роль в опере «Тоска» и уже готовится к новым выступлениям в Лондоне. Зеленская отметила, что ожидала от британских культурных площадок солидарности с Украиной, как это сделали другие мировые театры, например, Метрополитен-опера. Нетребко не живет и не выступает в России с 2022 года и осудила вторжение в Украину. Однако в прошлом ее критиковали за прежние контакты с Владимиром Путиным, президентом России. Выступления оперной певицы в Королевском оперном театре сопровождались протестами проукраинских сторонников, некоторые из которых держали плакат с надписью «Пока Нетребко поет, Украина истекает кровью». Напомню, в этом месяце с критикой в адрес Королевского театра обрушился и бывший главком ВСУ, а сейчас посол в Великобритании Валерий Залужный. Тем временем Королевская опера заявила, что каждое решение о приглашении артистов принимается с особой тщательностью и что позиция Нетребко была неоднократно озвучена. Президент должен отвернуться от союзника. Си Цзиньпинь требует от Трампа сдать Тайвань. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на достоверные источники в Белом доме. По информации издания, китайский лидер собирается использовать торговые переговоры как инструмент давления на американского президента. Китайская сторона хочет, чтобы США не просто воздерживались от поддержки независимости Тайваня, как это было во времена администрации Байдена, а официально заявили о своей позиции по этому вопросу. Сейчас в Пекине ждут ответ из Вашингтона, от которого будет зависеть успех торговой сделки между странами. Источники отмечают, что Си Цзиньпиня больше не удовлетворяет позиция США, принятая администрацией Байдена, согласно которой Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня. Для Пекина это заявление было утешительным, но оно не изменяло стратегически неоднозначной политики одного Китая, признающей претензии Пекина на Тайвань без официального одобрения. Для Си разница между «не поддерживать независимость Тайваня» и «активно противостоять независимости» имеет принципиальное значение. Это могло бы сигнализировать о смещении позиции США от нейтралитета к активной поддержке Пекина против суверенитета Тайваня, что усилило бы внутренние позиции Си.
В Германии мусульманам разрешили брать выходные на религиозные праздники. Такое разрешение скоро будет действовать в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн. Это север страны. Об этом сообщает Шпигель. Соответствующее соглашение подписали власти региона и Ассоциация исламских культурных центров Северной Германии. Теперь мусульмане в Шлезвиг-Гольштейн смогут на законных основаниях взять отгул в дни исламских праздников, а конкретно в первый день Рамадана и в первый день Курбан-Байрама. При этом дополнительного государственного праздника никто не получает. Чтобы воспользоваться этой возможностью, в большинстве случаев нужно использовать свои отпускные дни. Договор лишь закрепляет право, на которое могут ссылаться, например, чиновники, сотрудники или воспитанники мусульманского вероисповедания. Аналогичное регулирование уже существует для протестантов в день покаяния и молитвы. Второй ребенок не по карману российским семьям, поэтому 4,5 миллиона молодых семей просто боятся родить еще одного малыша. Об этом заявляют в Патриаршей комиссии по вопросам семьи. Зачастую при рождении первенца родители тратят мат-капитал, почти 700 тысяч рублей, на ипотеку. Но существующая ставка 6% годовых остается кабальной для молодых семейств. Они съедают до 2/3 семейного бюджета молодой супружеской пары с одним новорожденным ребенком. Семья, как правило, в этом случае смогла потянуть однокомнатную либо малогабаритную двухкомнатную квартиру, в зависимости от региона, где это произошло. И на самом деле средств для того, чтобы содержать следующего ребенка, просто нет. Друзья, на этом все. Спасибо большое вам за поддержку. Спасибо, что многие каждый день со мной. Делитесь моим видео на своих страницах в соцсетях. Оставляйте лайки и комментарии. Для меня это очень важно и ценно. Напомню, что новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.